Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первым узнавать о новых видео. Пока Халис Корхан тосковала по внуку, Абедин вмешался. Но в этот момент прибыл дедушка Дияра. Халис Корхан был суров с Ильясом, который кричал: «Вы обещали мне обещание, но я не допущу этого позора». А Халис Ага сказал: «Я не позволю своей семье говорить обо мне плохо». Ильяс сказал: «У меня нет девушки, которую можно отдать мужчине, который будет бежать к бывшей жене каждый раз, когда у нее проблемы», и забрал Дияра. Тем временем Абедин настоял на разговоре с Халис Корхан. Ферит обратился к Абедину и сказал: «Как тебе не стыдно ходить по больному человеку, сколько ему лет?» Сказал он. Пока они собирались сразиться, Эсме заболела, а Суна и Абедин покинули особняк. Когда все утихло, Сейран поговорил с Феритом и сказал: «Нам не следует оставаться здесь. Ваша свадьба была испорчена из-за меня. Эти события. Дияр совершенно этого не заслуживает». Ферит сказала, что самым важным является ее безопасность, и сказала: «Никто не получает того, что заслуживает в этой истории. Заслужил ли ты это? Заслужил ли Дияр того, чтобы застрять за свадебным столом? Чего я заслужил, Сейран? Заслужил ли я потерять тебя?» Сказал он. Сейран сказал: «Ты не заслужил этого, Ферит, но ты также не заслуживаешь потерять Дияра из-за меня». Ферит сказал: «Я все исправлю. Тогда я женюсь». «Ты говорил, не надо. Женись, что изменилось?» Сказал он. Сейран также говорит: «Так было до тех пор, пока я не познакомился с Дияром». Доктор пришел за Халис Ага. В тот же момент Ильяс кричал своему внуку Дияру: «Я не отдам тебя Фериту». Ферит заявил, что позвонит Дияру и поговорит с его дедушкой. В то время как Абедин горел огнем мести, Суна сказал жене, что его детство никогда не вернется, и добавил: «То, что произойдет в конце, произойдет и с нами». На следующее утро Ферит, Архан и Ифакат узнали правду об истории Абедина. Оказалось, что Халис Ага сказал: «Иди запугай моего брата», но Латиф сломал тормоза машины и стал причиной их смерти. Ифакат, вызвавший Абедина в особняк по приказу Халиса Аги, также предупредил Бетюль, чтобы она устроила сцену и ушла из-за предсвадебного брачного контракта. В это время Ферит узнал, что Айла и Мумтаз вернулись домой, совершили набег на их дом и спросили, где находится Синан. Айла, заявившая, что от нее заболел ее сын, умоляла его не причинять Синану вреда, если он его найдет, и передать его полиции. Ферит заявил, что его единственным условием для этого было: «Если вы узнаете его местонахождение, вы сообщите мне». Хазал, которая остановила Ферита, когда он уходил, заявила, что ее брат пришел домой вчера вечером и что она знала, что Сейран остановился в особняке. Пока все это происходило, Сейран отправился в дом Дияра. Стоя перед Ильясом, Сейран сказал: «Ферит не откажется от меня, но дело не во мне. Ферит не бросает людей, которых любит. Ты доверишь своего внука правильному человеку. Я пришел сюда, потому что Ферит любит. Дияр очень любит Ферита, он видит его доброту. Пожалуйста, не наказывайте его», — сказал он. Сейран, которая затем поговорила с Дияром и сказала: «Мне пришлось выйти из-за этого. Я чувствую себя в долгу и перед тобой, и перед Феритом», разрыдалась, как только она вышла за дверь. Ифакат, который в то же время отправился в Абедин, не послушал, что сказал Халис Ага, и вручил ему чек. Пока Абедин сходил с ума, Суна сказала ему не рвать чек. В это время вернувшийся домой Сейран понял, что за ним кто-то гонится. Сейран, которой пришлось сказать Фериту, который ее искал, что она уходит, заявила, что Синан преследовал ее. Ферит посоветовал ему никогда не выходить из такси и прислать ему живое место. Сейран, с облегчением увидев, что машина позади них уехала, встретился с Феритом. «Ферит, что может быть важнее твоей жизни?» Злясь на него, Сейран сказал: «Я поехал в Дияр. Я все портил с тех пор, как приехал в Стамбул. Я не хочу портить отношения между тобой и Дияром. Я думал, если я расскажу о тебе и его семье, а не пойми, я не хотел, чтобы ты разделил мою судьбу, мне очень жаль».
Ферит Корхан обнял плачущего Сейрана и сказал: «Это не твоя вина. Мне очень жаль». После того, как они вернулись в особняк, Ферит сказал Эсме и Казему: «Это ваша дочь ушла, никому не сказав». Когда все отреагировали, Сейран разозлилась и пошла в свою комнату. Сейран, находившаяся в большом страхе на террасе своей вечерней комнаты, позвонила Суне и заявила, что знает, что Синан находится в особняке и что ему не следует здесь оставаться. Когда Суна спрашивает, может ли он поговорить с Феритом, Сейран сказал, что эти слова не выходили из его рта. На слова Сейрана: «Я впадала в жизнь людей, как тень. Я не могу прожить свою собственную жизнь», подбадривала ее Суна и сказала: «Если ты помнишь настоящего Сейрана, все будет так, как ты боишься». Поговорив с сестрой, Сейран спустилась к бассейну и сказала: «Не бойся, ты не будешь бояться. Найди себя», и прыгнула в воду. В этот момент в комнату прибежал Ферит, узнавший от Айшен, что он видел Сейрана в бассейне. Ферит с облегчением увидела Сейран в душе и узнала, что теперь она умеет плавать. Когда Сейран выходит из душа, она говорит: «Ты учишь свой мозг, что вода не холодная, и ты не чувствуешь холода». Ферит завернул его в одеяло. Эти двое, подходившие все ближе и ближе, собирались поцеловаться, но Ферит сдержался. Когда Ферит вышла из комнаты, Сейран пообещала себе: «Ты уходишь отсюда, Сейран, ты здесь не останешься». Пока Сейран и Ферит думали всю ночь, Архан сделал предложение Бетюль, как только тот проснулся утром. Впоследствии, когда он попросил ее подписать брачный контракт, Бетюль заявила, что не станет начинать драку и сделает так, как сказал Ифакат. В это время Сейран увидел, как Казем готовит на кухне дубайский шоколад, и заявил, что поможет ему. Когда Ферит пришел на кухню, Казем оставил им работу и пошел переодеваться. Когда Ферит сказал Сейрану, который сильно давил фисташки, успокоиться, Сейран сказал: «Разве ты не видишь, что произошло прошлой ночью? Мне придется уйти отсюда. Это не в наших руках. Я ухожу. Ты даже боишься находиться со мной в одном месте», и пошел в комнату. Ферит, следовавший за ним, сказал: «Ты останешься здесь, пока этот человек не будет найден». Пока Сейран говорил: «Все ваши комнаты заняты. Вам некуда меня положить», коробка на кровати привлекла внимание. Когда она открыла коробку, Сейран увидела ночную рубашку, купленную для нее Синаном, и была потрясена, сказав: «Синан вошел в комнату». Ферит, взяв ночную рубашку в руку и спустившись вниз, спросил, кто положил это в комнату Сейрана. Сказал он, вызвав переполох. При этом Севда заявила, что увидела ночную рубашку в пакете, полученном ею от охраны, и отнесла ее в номер. Хотя Ферит понимает, почему Синан пошел домой, я спросил Сейрана: «Ты все еще хочешь пойти?» Спросил он. Сейран, которая вошла в комнату и посочувствовала своей матери, сказала: «Я чувствую, что они украли мою старую жизнь и разрушили мою новую жизнь». Тогда Эсме сказала: «Возьми себя в руки». Спустившись вниз, Сейран увидел Дияр и поговорил с ней. Тогда Казем, подаривший Эсме дубайский шоколад, сказал, что его сделали Сейран и Ферит. Дияр был расстроен этим и не стал есть шоколад, несмотря на настойчивость Ферита. Дияр тогда заявил, что у него аллергия на фундук и арахис, и упрекнул Ферита в том, что тот забыл об этом. Увидев все это, Абедин предстал перед Халис Агой. Абедин, разорвавший при ней чек, данный Ифакатом, попросил ее отчитаться за прошлое: «Если бы вы только дали мне шанс. Вы боялись, что я буду учиться и стану великим человеком. У меня есть вся жизнь. Забрать у тебя. Что случилось, ты испугался?» Спросил он. Встав и ударив Абедина, Халис Корхан сказал: «Сначала научись говорить со мной, затем приходи ко мне. А до тех пор уйди от моего лица». Когда Абедин ушел, Халис Ага позвонил Ифакату и попросил чек. Халис Корхан, которого не волновала ложь Ифаката, сказал: «Вы только разозлите его деньгами. Он больше не войдет сюда так легко». После этого в разговоре с Феритом Халис Ага спросил: «Где Сейран, в твоих мыслях или в твоем сердце?» Сказал он. Ферит сказала: «Конечно, я думаю о Сейране. Я думаю о ней, я беспокоюсь о ней. Конечно, она думает о ней, но я выйду замуж за Дияра.
Я не могу ее расстраивать. В моем сердце есть Дияр. Халис Корхан сказал, в твоем сердце много людей, включая Дияра. Сердце содержит много любви. Если в дело вовлечен и ум, все меняется. Если человек одновременно находится в твоем уме и в твоем сердце, за ним придут другие. Сейран где-то в твоих мыслях и сердце, малыш. Он ответил. Ферит, начавшая думать, со слезами сказала, Сейран в моих мыслях, но я не знаю точно, в каком углу. Я очень люблю ее в своем сердце. Но я не знаю, что это за любовь. В этой связи Халис Корхан сказал, я знаю. Достаточно прыгнуть под поле, покинуть свадебный стол. Сейран в его уме, в его сердце, во всех его клетках. На самом деле, Сейран, не говоря уже о мир. Я хочу, чтобы вы приняли правильное решение. Ничто не закончилось. То есть, спустя 40 лет, как и я, и Хатидже, я совершил ошибку и задался вопросом, что мы сделали. Я говорю, не говори так, сказал он. Услышав о переживаниях Абидина, Суна отправилась в особняк. Стоя перед своей тетей, Суна сказала, ты обещала мне. Ты должна нам счастье. Абидину нужно как-то остыть. Ты построишь особняк над Абидином. У нас не осталось покоя. Ты сделал это для племянника, это наш, ты поговоришь с Сейраном о счастье его сестры. Его очередь принести жертвы ради тебя, сказал он. Вечером Ферит, который вышел готовиться к ужину с семьей Дияра, ответил на слова Сейрана, если вы решите жениться, я не могу находиться в этом доме, и сказал, ну, если я не, ты по-прежнему будешь моей в этой комнате. Лучше, чем раньше. Ответь. Закрой глаза. Открой, посмотри на меня, Сейран. Ты будешь со мной или нет? Он ответил и взял ее за руку. А Сейран, дрожа от волнения, не знал, что сказать. Гульгун стал свидетелем того, как пара сблизилась. Он спустился с ней вниз, ничего не сказав Дияру, который следовал за ним. Когда Сейран не ответил, Ферит сказал, ни в коем случае. В любом случае, я опаздываю, отпустите меня. Реакция Сейрана на слова «я буду с тобой» вызвала любопытство. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.